Вы неправильно поняли Милсикай. На самом деле, в нем нет той самой запретной темы между матерью и сыном. 好きだ。俺と一緒に幸せな家庭を築いてほしい。 Так, я понимаю, как это выглядит со стороны, но это не то, о чем вы подумали. Просто фраза, вырванная из контекста. Ой, как это нехорошо. На мое удивление, Милсикай оказался действительно неплохим исекаем, который был не понят из-за чересчур пикантной темы для шуток, вызывающей у многих зрителей чувство отторжения с первых минут. Из-за этого многие попросту не давали тайтлу раскрыться и проявить себя. Тут ведь не просто шутки про мамок, тут драма про детей и матерей. Но я могу понять тех, кто дропнул аниме после первой же серии. Начало действительно получилось неудачным, ибо сильно напоминал очередной дженерик исекай. Главный герой здесь абсолютно типичный школьник и маменькин сынок, который всю жизнь мечтал о том, чтобы перенестись в другой мир и отправиться в большое приключение. И тут внезапно к нему домой заявилась одна подозрительная тетенька, которая позволила главному герою присоединиться к бета-тестированию невероятно продвинутой игры, после чего парня засосало в компьютер. В новом мире герой оказался не один, его ждали имбалансные навыки и сексуальная спутница в виде его матери. Ведь именно она все это и затеяла. А игра оказалась неким сервисом, который обещает улучшить отношения между матерью и ее ребенком. То есть название игры MMORPG буквально расшифровывается как мамино-массово-материнская многопользовательская ролевая игра для примирения с ребенком. И чтобы вернуться в реальный мир, семье нужно наладить отношения. Ну а с учетом ориентированности на матерей, которые в большинстве своем ничего об играх не знают, им выдают особенно имбалансные классы и оружие. Мать главного героя, далее Мамака, вообще вынула 2 экскалибура вместо одного, да еще и получила возможность бить по площади двойным уроном. А ведь название аниме действительно не соврало. Видимо, такая несправедливая система нужна для того, чтобы бедные детишки еще сильнее зависели от своих матерей. Правда, звучит это как нечто вызывающее обратный эффект тому, что изначально планировалось. Но в этом вся и задумка. Ой, я что, только что заспойлерил финал РНБ? Ах, какая жалость. Соболезную тем работягам, которые очень хотели прочитать это произведение и знают японский язык, потому что перевода на русский у него нет. Да, очень неприятно получилось, но что поделать, двигаемся дальше. Как вы могли заметить, у тайтла несколько необычная рисовка, а именно белые зрачки у персонажей. Появились они благодаря иллюстратору оригинального ранобэ Иида Почи. Белые зрачки — это ее главная фишка, которая кочует от рисунка к рисунку, но интересна она не этим. Еще до того, как ее заметили большие дяди, она рисовала хентай додзинси. Самая известная из них называлась «Демон, который стал моей сестрой». И чтобы вы понимали ее содержание, Почи страдает комплексом старшей сестры и любит шотакон. Я не могу на это дрочить. Попробовать можно. Ну мы попробуем, само собой, да. Ныне Почи немного успокоилась и полностью сконцентрировалась на своей карьере витубера. Да, вот такой вот получился интересный переход в другую нишу. Возвращаясь к аниме, оно выделяется убогими фоновыми персонажами, но на самом деле это такая фича. Напоминаю, герой находится в бета-версии игры, и поэтому разработчики попросту не успели доделать некоторые модельки. Но не это вызвало главный хейт в сторону аниме. Во второй роковой серии, после которой на аниме вылился ушат из помоев, Мамака проводила собеседование к ним в группу. Это была довольно забавная сцена, где она развернула многих девушек по самым тупым причинам, вроде раз у одной из девушек класса вора, значит она нехороший человек, хорошие люди как бы не воруют. Да и вообще она не сопартийца выбирала, а невесту своему сыну. В очередной раз можно посочувствовать главному герою, который даже девушку не может сам себе выбрать без одобрения матери. Ну а по ходу собеседования героем присоединилась Порта, весьма вторичный персонаж, который работает как питомец, то есть талисман для группы. О ней вспомнят лишь в финале ранобэ, потому что именно ее мать создала ту самую игру. Да блять, опять все заспойлерил, ну что ж такое? Давайте лучше перейдем к следующей кандидатуре. Поначалу кажется, что Вайс, девушка с рыжими хвостиками и вайбами Аски, типичная цундера, и так оно и есть, но именно в этот момент начинает работать магия Милсикая. Произведение берет стандартный архетип персонажа и начинает делать с ним что-то новое и необычное. Так, например, автор аниме просто ненавидит всех цундера, иначе я не могу объяснить, почему он так часто и так жестоко издевается над Вайс. Буквально в первой же сцене, где она появилась, главный герой топтал ее как лист бумаги. Хотя в этот момент она действительно была листом бумаги. Что? А уж сколько здесь было шуток про плоскую грудь, я и вовсе молчу. Девчонку настолько часто опускают, что сам факт упоминания гладильной доски, как просто обозначение предмета, она воспринимает на свой счет.
お前の選択いたとは言ってない。 И хоть мне ее немного жалко, так и мы над этим Цундра, эта фишка очень хорошо работает в рамках аниме, причем в будущем она получит свое развитие. Вообще, автор изначально планировал, что Вайс станет главным любовным интересом маменькиного сынка, но из-за регулярных издевательств писатель просто перестал видеть в ней девушку. Таким образом, она стала собратом по несчастью и хорошим другом главного героя. Ведь кто, если не она, поддержит его после очередной кринжовой сцены от Мамока? Взять тот же показ мод в эротической броне, свойственным старым фэнтези-играм, а ведь это еще цветочки. Свои переговоры девушки из группы проводят в ванной, где присутствует и главный герой, и мне очень сложно это комментировать. Ну и пиком семейных дел, если вы понимаете, о чем речь, стала сцена, где герои сразились с огромной кучей слаймов, разъедающих одежду. Хорошие арбузы. Хорошие арбузы. Как я и говорил ранее, это тот самый момент, после которого все нормальные люди дружно дропали это аниме. И я не могу их за это осуждать, потому что сцена не для слабонервных. Тем не менее, после всего того, что я рассказывал ранее, я посмею заявить, что в этом аниме нет ни капельки инцеста. Я наконец сказал это слово. Понимаете, вот в чем дело. Главный герой нифига не в восторге от того, что вытворяет его мать. Он буквально испытывает те же эмоции, что и зритель, а именно дико кринжует и пытается забыть как страшный сон то, что только что видел. Главный герой воспринимает свою мать исключительно как самую обычную мать без каких-либо сексуальных фантазий. Он в принципе чуть ли не единственный из всех героев, кого напрягают действия Мамока, в то время как все остальные просто ей восхищаются и считают образцовой матерью. Впрочем, восхищаться действительно есть за что, ведь она в какой-то степени заменила для девушек в группе их матерей и в целом является образцом для подражания и плечом, на которое можно опереться. Но по сути, Мамока самый обычный родитель, и у нее ни в коем случае нет никаких сокрытых желаний по отношению к ее сыну. Просто ее любви оказалось слишком много, вот и выливается это не в самые комфортные для просмотра вещи. Но есть в аниме персонаж, который частично носит в себе архетип Трикстера, всячески провоцируя главных героев к неоднозначным моментам. Это Ширасе, та самая тетенька из начала, ответственная за перенос героев в игру и которая далее по сюжету выполняет роль модератора. Она интересна тем, что постоянно троллит главного героя и намекает на его тайные подавляемые желания, касающиеся матери. То есть она может спокойно спровоцировать Мамока на то, чтобы оно нажало на подозрительную плиту в полу, благодаря чему сыночек сможет заценить ее панцушот. Ширасе вообще дико комичный персонаж, чьи фишки на этом не заканчиваются. Большую часть сцен герои вовсе встречают ее в гробу, ибо ранее она могла тестировать какой-нибудь баг. Особенно уморительной, мне кажется, следующая сцена. やはり再び目を開ける時、そこにはきっと皆さんの笑顔があると信じていました。ですが、できれば枝に刺さっている状態をどうにかしてから生き返らせてほしかったと、おしら。あっ！ Кстати, прибила ее к дереву мать Вайс, и на этом моменте начинает раскрываться главная тема тайтла. Нет, это не инцест, сколько раз уже можно повторять. Семья и материнство в целом, вот о чем это аниме, и оно пытается раскрыть эту тему с разных сторон. То есть в этом аниме мы могли увидеть как минимум 3 разных подхода к воспитанию и к чему они приводят. В первой арке герой встречает мать Вайс, которая за время отсутствия дочки умудрилась собрать гарем и теперь сидит властвует на троне из мужиков. Когда она встретила дочку, то умудрилась выпалить, что та ей вообще испортила жизнь и лучше бы она не рождалась. Это тот самый случай нежеланного ребенка, который еще и был назван именем любимого хоста матери. Сам же конфликт, к сожалению, решился очень просто, а именно пиздюлями. То есть только так мать Вайс смогла осознать, что она не права и вообще к дочке нужно лучше относиться. Мать году не иначе. Из-за такого топорного решения ситуации я могу понять людей, утверждающих, что этот тайтл учит прощать матерей тупо потому, что они матери. Всю эту Наруто-терапию во время битвы можно легко опустить, потому что аниме сильно переборщило с демонизацией матери Вайс. Она буквально зло воплоти, и прощать его так просто было очень странным решением. И именно в этом проявляется главная проблема и главная особенность аниме. Автор ненавидит драму и серьезные сцены, поэтому каждый раз, когда ему приходится с ними работать, он добавляет элемент комедии. Вылилось это в то, что некоторым матерям был подсунут злой камешек, который усиливает их негативные стороны, отчего они выглядят так карикатурно плохо. Взять тот же трон из мужиков. С одной стороны, такой подход позволяет нагляднее продемонстрировать проблемы родителей и детей. Но с другой, эти самые проблемы не воспринимаются серьезно тупо из-за того, что все стороны конфликта в моменте могут выставляться какими-то монстрами, которых не сильно-то и хочется прощать. Таким образом, важная мораль размывается. Но из положительных моментов автор проделал работу над ошибками, поэтому следующие конфликты будут куда более приземленные и понятные. По окончанию этой арки герои наконец обзавелись главной целью, которую их наделила Ширасе. Они должны выполнять грязную работу модераторов, а именно усмирять особо
особо буйных мамаш. Но, честно говоря, цель звучит так себе, ибо слишком расплывчатая. С другой стороны, лучше уж так, чем бесцельное брожение по миру. И вот в этом плане мне нравится, как герой получает свои задания. Ширасе подстраивает все так, будто бы это герои случайно захотели наведаться в то или иное место. Например, из ниоткуда может пролететь дирижабль, с которого будут сыпаться листовки с названием локации и наградами, которые по случайному совпадению оказываются именно тем, что героям и нужно. Ну или же просто Ширасе может пихать листовку прямо им в лицо с помощью удочки. Довольно забавная деталь. Мне нравится, что автор не забывает про этого персонажа и старается регулярно его использовать, как только появляется возможность. И вот, благодаря очередной агитации листовками, герои оказались в академии, где встретили целительницу Мэдди и ее мать Мэдди-маму. Ими просто мое почтение. Здесь зритель может наблюдать ситуацию, которую я называю «азиатские родители». Мать Мэдди требует от той всегда и везде быть номером один, несмотря ни на что. И когда я говорю «несмотря ни на что», то подразумеваю, что в ход может пойти и, так сказать, тело. Да, не повезло ей с матерью. Вообще, у нее потрясающая мотивация так обращаться с дочерью, ведь если та будет номером один, то значит и она будет матерью номером один. Безупречный план, который, к сожалению, провалился. Девушка не смогла выдержать такого давления и в рамках своего бунтарства превратилась в дракона с сиськами. Наверное, топливо для огня там хранит. И в этот раз конфликт решился не с помощью пиздюлей, а с помощью диалога, в ходе которого мать Мэдди поняла, что занимается какой-то херней и деструктивно влияет на своего же ребенка. Так сказать, усомнилась в своих методах воспитания и целях, которые преследует. Особенно ироничным мне кажется то, что она еще и вела блог о том, как правильно быть матерью. Ну так тренера не играют, все правильно. А сама дочь, благодаря наставлениям главного героя, который сам с матерью по душам говорить не пробовал, но точно уверен, что должно помочь, наконец-то научилась отстаивать и свои собственные желания. И очень важно то, что по итогу она так и не простила свою мать, хоть и дала ей шанс исправиться. Это я веду к тому, что матерей тут все же не прощают только за то, что они матери. Да и опять же, в рамках аниме родители все же осознают, что налажали, и проявляют инициативу по исправлению своих же ошибок. Ну а наградой за этот квест стала возможность крутануть гачу и получить ту самую ценную награду, которой все это время заманивали героев. Вся эта сцена является отличным стёбом условно-бесплатных игр. Вон, главный герой Цундры вместо полезных вещичек выбили всякий мусор. А когда Ширасе дала возможность сделать последнюю крутку главному герою, то он выбил сексуальный фартук для своей матери. Я уже говорил, что обожаю этого персонажа. К началу следующей арки мы можем наблюдать, как развиваются местные персонажи. После всего того, что пережила Мэдди, она не стала типичной милой девочкой, образ которой всегда старалась поддерживать. Деструктивное воспитание ее матери не прошло бесследно, девушка все так же пытается быть первой везде, где только можно. И когда это у нее не получается, она включает защитную стойку, в которой язвит и грубит остальным персонажам. Особенно сильно достается Цундере, которая теперь в двойном размере подвергается буллингу не только со стороны автора, но и Мэдди. Такое развитие персонажа я одобряю, и нахуй этих Цундере. Кстати, злодейкой третьей арки стала девушка именно этого архетипа, и вы уже должны понимать, что ей пришлось пережить. Вообще, ее первое неуклюжее появление вернуло меня на 10 лет в прошлое, а именно в DLC ко второму Бордерлендсу и боссу, который умер, подскользнувшись на лестнице, так и не дойдя до игрока. Получается, великое отсылается к гениальному. На самом деле, благодаря этой злодейке, с новой стороны раскрылась и Вайс, потому что в истории появился персонаж, которого и она может булить. Причем в эти моменты она с Мэдди начинает составлять прям идеальный токсичный тандем, который может довести до слез вообще любого. Прям две лучшие подружки. Какая милота. А ведь эта новая злодейка единственная, кто понимает главного героя и считает странным, что он купается вместе со всеми девушками из своей группы. Жаль только, что они оказались по разные стороны конфликта, а то так могли бы поплакаться друг другу в жилетку. Но юмор строится здесь не только на токсичности Вайс и Мэдди, аниме не настолько злое, как могло показаться ранее. Большая часть шуток основана на том, что Сосунки постоянно находится в тени матери главного героя, да и она сама постоянно применяет какие-то уникальные способы решения проблем. Я бы даже сказал, что юмор здесь в какой-то степени напоминает Коносубовский, правда менее разнообразный и оригинальный, но он все еще веселее, чем 90% исекаев. Особенно мне понравилась одна шутка, которая постоянно трансформировалась во что-то новое. Началась она с того, что герои находились в фэнтезийном аналоге Икеи, что уже само по себе смешно, и там их оповестили, что к Мамако подослали убийцу. Реакция героев на эту новость? Вообще похую.
Но после же оказалось, что убийца-то не обычный, а торгаш, который пытается впарить матери главного героя какой-то шар. И забегая наперед, скажу, что это была, блять, бомба. Уважаю этого парня за то, что пытается извлечь выгоду вообще из всего, что только можно. Ну и завершилась эта эпопея тем, что Мамака успокоила бомбу как младенца. お母さんたちにとっては爆弾も赤ちゃんも似たようなものよ。だってどちらも急にドッカーンって大騒ぎになっちゃうから。 Развивая тему материнства, также была сцена, где бандиты путем шантажа пытались развести Мамака на 18+ контент, но впоследствии она поняла все неправильно и вместо желаемого плохишей уложили спать. В этой шутке мне понравилось то, что помимо комедийной функции она также двигает сюжет. Ведь впоследствии эти парни осознали, что они были неправы и вообще скучают по своим матерям. После этой сцены плохиши предали злодейку, а их мамы вступили в группу героев, чтобы надавать ей по шее. Теперь же давайте разберемся в главном конфликте наших главных героев. Во время зачистки подземелья, хотя в этом случае я бы сказал надземелья, герои были разделены ловушкой. Там каждый из детей столкнулся с монстрами, похожими на их матерей. だからいい加減に。マーク、お母さんを置いてどこへ行くつもりなの？ В этом моменте авторы показывают зрителю главный конфликт сериала. Как я и говорил ранее, мать главного героя на протяжении всего аниме изображалась чуть ли не Иисусом. Она даже светиться умеет и раздвигает воду, как Моисей. Для всех окружающих она буквально бог и образец для подражания. Девушки из группы героев ему завидуют, ведь у него настолько классная мама. Вон, даже в реальности был спрос на подушки-коленки, на которые можно было положить голову и ощутить, будто бы ты на коленях Мамака. Став сериала даже поставил палатки с импровизированными лежанками, что, конечно, выглядит очень странно, но от японцев меньшего и не ожидаешь. В общем, Мамака прям образец идеальной матери. Но иронично то, что она не стала таковой для собственного сына. В отличие от всех остальных персонажей, главный герой практически никак не вырос, а все потому, что любые его начинания подавлялись собственной матерью. У парня не было и шанса стать самостоятельным, ведь он все это время находился в тени своей же мамы. Причем у главного героя всегда была мечта пройти невероятные приключения в фэнтези-мире с гаремом из красивых девушек, но когда у него наконец-то выдался шанс ее осуществить, Мамака своим присутствием все испортила. По итогу он был вынужден все это время кринжевать с действий своей матери, а девушки из группы перестали воспринимать его как парня. Для них он во многом оказался лишь придатком к Мамака, поэтому никто его и не стесняется на горячих источниках. Вот так идеальная мать оказалась абсолютно не идеальной. К сожалению, конфликт не был развит должным образом, ибо слишком быстро и просто урегулировался. Когда злодейка указала главному герою на ненормальность его ситуации, он сомневался от силы несколько секунд и в конце заявил, что это и делает его приключение уникальным, ведь такого опыта больше нигде и ни у кого не будет. Терпи, ёпта. Твое дело терпеть. Ты родился, чтобы терпеть. Ты терпишь, ты будешь терпеть. Так что в заключении этой арки парень пообещал себе больше не грубить своей матери, ну а та осознала, что немного переборщила со своей любовью. Дальше по истории, описанной в ранобэ, парень действительно развился и стал настоящим мужиком. А еще автор продолжил троллить читателей шутками на грани дозволенного. Я бы даже сказал, что показанное в аниме лишь верхушка айсберга. И да, там наконец-то у главного героя начался развиваться Эдипов комплекс. Пу-пу-пу. Но завершилась история хэппи-эндом. Мать и сын сблизились, но в рамках дозволенного, и автор наконец-то вспомнил, что все это время у главного героя был отец. Аниме имеет всего 5,5 баллов на Шикиморе, что, на мой взгляд, несколько незаслуженно. Оно как минимум имеет уникальную концепцию, которую ранее использовали разве что во второсортном хентае, а ведь тема материнства занимает далеко не последнее место в нашей жизни. Каким бы странным ни было это аниме, оно хотя бы пытается привнести в жанр что-то новое, либо берет старое и бросает его в необычную ситуацию. Я бы сказал, что этот тайтл прекрасно понимает, чем он является. У автора не было цели сделать аниме для 2,5 фетишистов. Вся эта тема инцеста существует лишь как отдельный тип юмора, который намеренно делает зрителю некомфортно, да и осуждается самими персонажами. Все это лишь очередной способ говорить о сложных вещах. Так что у автора получилось вполне неплохое комедийное аниме. Б-тир. Так, стоп, это не та рубрика. Ну и в качестве заключения я хочу привести следующую цитату автора из послесловия к первому тому ранобэ. Надеюсь, моя мама это никогда не прочтет, ну а если ты все же прочла это произведение, то сделай вид, что не читала и не заводи со мной разговоров на эту тему. Серьезно, я не хочу обсуждать это с тобой.